Ну, прям эстетика Безумного Макса. Охраняйте стража. Основная ветка шла прямо, и от нее было множество усов. Здесь уже все обвалилось. Металл просто съедает. Сколько здесь было стрелок. Прям какая-то железнодорожная археология уже получается. Здорово, путешественники. Мы с вами находимся в Крыму, в городе Саки. Идем мы в санаторий имени Бурденко. На его территории есть грязелечебница, на которой работает маленькая-маленькая железная дорога. Это даже сложно назвать узкоколейкой. Непонятно, подходит она под это или нет. Но ее совершенно точно можно охарактеризовать как фельдбан. Фельдбан – это немецкое понятие, обозначающее полевые легковозводимые железные дороги. Всякие узкоколейки, военно-полевые и прочее. В наших кругах, в наших широтах подобные фельдбаны используются на дачах. Дачные железные дороги, дачжелдор. Что-то из этого я вам уже показал, но большую часть еще мы с вами не видели и обязательно посмотрим. Потому что дачжелдоровцы люди, как обычно, очень гостеприимные, очень мастеровые, очень рукастые, находчивые и просто добрые люди. Вот. А сегодня мы с вами посмотрим саму грязелечебницу. Постараемся отыскать мотовоз, который на ней используется. Говорят, что он сделан на базе трактора. Ну и вообще посмотрим, как это все добывалось, как это все доставлялось. Ну, само по себе понятие лечебных грязей, я думаю, всем уже широко известно. Обмазался грязью, омолодился, оздоровился. Работает это или нет, тема для отдельных дискуссий. У нас здесь с вами все-таки кружок более узких интересов. Однако, помимо такого фельдбана в Саках, мы еще с вами заедем в соседнюю Евпаторию. Там тоже есть что посмотреть. Поэтому подписывайтесь на канал, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее. И да, братцы, без обид, что я в очках. Тут светит такое солнце. Сегодня плюс 35. Погода, ну, для меня, честно говоря, экстремальная. Жарень. Вечером окунемся в море. Пока иду, в глаза бросается чисто крымская тема. Это из такого ракушника забор сделанный. Из этого ракушника строят и заборы, и дома, и гаражи. Вообще материал недорогой и на полуострове пользуется очень большой популярностью. Представляет он из себя, вот видите, ракушки. Когда-то это были живые существа, а сейчас забор. Чуть не забыл. Мы же еще с вами перед Евпаторией заедем на фельдбан Сольпрома. Там добывают соль, возят ее. Тема а-ля Баскунчак, только это тоже узкоколейка, фельдбан. Вся информация, нарытая мной, в принципе, добыта одним человеком, Сергей Балашенко, за что ему отдельное спасибо. Однако вопрос колеи еще остается открытым. Он не назвал точную ее ширину, поэтому мы с вами вооружимся вот этим. Чтобы найти санаторий, надо преодолеть лабиринт из парковой зоны. Памятники, мемориалы, все такой средней степени ухоженности. Мне кажется, осенью здесь было бы, ну, весьма депрессивно. Однако сейчас лето, и мы двигаемся в ту сторону. Где-то там должен быть вход на территорию грязелечебницы, на территорию санатория. Да, жалко видеть эти места в таком состоянии. Казалось бы, что мешает наполнить водой, покрасить перила моста белой краской? Да здесь был бы рай на земле. Однако, видимо, рынок порешал, значит, это не нужно. Но как же это раньше, наверное, было красиво. Ведь даже в таком состоянии эти места не теряют своего величия. Ну и некого благородства, конечно же.
Здрасте. А подскажите, а грязь откуда возят? Какие-то там вроде поля должны быть? С озера. С озера там, да? Вот сейчас вы ходите, вот набережная, это озеро. Ага, спасибо. Вот мы видим Сакское озеро, откуда берут эту грязь. Это здание грязелечебницы. Соответственно, куда-то сюда должна заходить узкоколейка. Линия проходила здесь, а остатки мы можем увидеть вот здесь. Киса. Все, похоже, давно уже не действует эта дорога. Осталось от нее, ну, буквально одно название. Туда мы пролезем чуть позже. Там, видимо, была стрелка. Идет второй путь вот сюда. А в это здание, судя по всему, подавались вагонетки с грязью. Там грязь выгружалась и уже распределялась по лечебным точкам, лечебным кабинетам. Итак, вопрос, который волнует многих. Какая же все-таки здесь ширина колеи? Меряем, напоминаю, между внутренними гранями. 590, ну, грубо говоря, 600-ка. Не типовая, но здесь мы видим четко 590. Прогуляемся по трассе, благо здесь идти не так уж и долго. От дороги не осталось и следа. Все заросло моментально. Даже какая-то насыпь и та не сохранилась. Уже валяются бетонные блоки, как будто ее здесь никогда и не было. Хотя вот по идее шла здесь трасса, где я стою. Только отойдя чуть подальше, виднеются остатки шпал. Да, к сожалению, сложно установить, где именно проходила эта железная дорога. Но, скорее всего, она шла куда-то вот сюда. Сейчас здесь стоит насосная станция. А ранее грузили в вагонетки грязь из озера, возили на распределительный пункт и далее уже по ваннам, по грязи лечебницы. Несмотря на расположение поблизости старых отстойников грязи, согласно старым схемам, приведенным еще Балашенко, линия проходила на косу, куда мы идем сейчас. И там тоже есть отстойники грязи. И якобы там от центральной линии, от главной, множество ответвлений окутывало эти ванны. Пойдемте посмотрим, насколько у нас это получится. Якобы оттуда линия выходила, делала поворот под 90 градусов и, пересекая набережную, шла вот сюда, в эти отстойники грязи. Вообще и следа. А нет, ребята, смотрите, еще чуть-чуть осталось. Прямо здесь по центру, разделяя ванны, идет остаток этой дороги. Как мы видим, рельсы между собой соединены металлическими трубами, чисто чтобы они не разъезжались. Вообще здесь все очень соленое, поэтому рельсы уже кончаются. Вот посмотрите. Соединяются стандартным методом для железных дорог. Накладки и 4 болта с гайками. Здесь ничего особо нового не придумано. Опираются, кстати, на вполне себе взрослые шпалы. Сейчас надо будет пойти и, наверное, сдаться охране и узнать, с каких годов эта дорога не работает. А с какого года дорога не работает, вы не знаете? Ну, не знаю. Где-то года 4 как. То есть где-то с 2018-го Где-то так примерно. уже вагонетки не вывозят, да? Нет, почему? Вывозят вагонетки? Не, я имею в виду по железке. А, по железке нет. Да, с 18-го. Нет, Да. примерно плюс-минус. Совсем мало осталось следов этой дороги. Ну, сделали для тракторов эстакады. Угу. Ну, видимо, так. Вывозятся все тракторами. Чтобы грязь не потырили. Справедливости ради, не только там, где мы смотрели, остались фрагменты пути, но и на параллельной части этих ванн. Да, мы же еще не исследовали один участок этой дороги. Тот забор показался хлипким.
Давайте мы зайдем с вами через соседнюю территорию, которая представляет из себя вообще максимальный дестрой. Да, похоже на какую-то котельню. Труба. Технические служебные помещения. Цель наша не здесь. Цель наша расположена в другом месте. Туда мы и направимся. Хорошо, прохладно. Типичный постсоветский дестрой. Все эти шкафы, все эти стулья. Только прикольно, что часть здания сделана из ракушника, а не из кирпича. Особенность, можно сказать. Кайфово, целый лабиринт. Уже и забыл, куда мы с вами шли, да? Здесь уже все обвалилось. Небезопасно. А так похоже на какие-то такие типа служебно-технического здания. Ух ты! Смотрите, кто у нас тут рядом пролегает. Если поискать выход. А вот и выход. Потому что либо здесь, либо сквозь дыру в заборе. А я выбираю этот путь. Собственно, весь наш путь мы пролезли по соседнему заброшенному дому. Здесь ничего нового для нас нет. Кроме вот этого. Это что? Это была стрелка или что? Какой-то странный контррельс. Тут уже не разобрать. Стрелки, в принципе, отходить некуда. Но это еще не все. Посмотрите, рельс имел какое-то отклонение. Пойдемте дальше посмотрим. Может, что-то и удастся найти. Судя по звуку, здесь подстанция. И очень вряд ли сюда что-то заходило. Между домов тоже вряд ли. Что примечательно, вечером сюда так просто не пролезть. Стоит датчик движения и светодиодный прожектор. Похоже, это все, что осталось от фельдбана санатория имени Бурденко. Поехали дальше. У нас впереди еще 2 фельдбана. Как удобно, что можно после полазок помыть руки. Здесь такая возможность предусмотрена. А еще в Саках очень много так называемых ныне маломобильных групп населения. А оно неудивительно. Здесь весь город построен под их нужды. Коляски, трициклы. Есть вся инфраструктура для того, чтобы они не испытывали каких-то неудобств. Всегда рядом с бордюром есть аккуратные съезды. И вообще здесь очень много людей на реабилитацию, за что городу определенно лайк. Друзья, почти добрались до Сольпрома. Он расположен при въезде в город Евпатория. Здесь рядом расположен памятник защитникам. И через железнодорожную линию в сторону озера нам предстоит пройти. К слову о железнодорожной линии.
Здесь очень интересная контактная сеть. Обычно контактный провод на постоянном токе двойной, потому что силы тока больше, на переменном одинарный, идут зигзагообразно. Для того, чтобы на полозе токоприемника угольная накладка, которая непосредственно производит токосъем, изнашивалась равномерно. Здесь пошли немножко другим путем. Видите, где опора контактной сети, контактный провод вот так вот на два разделяется, и опять они ближе становятся друг к другу параллельно. Я такой контактной сети, честно говоря, не помню, не видел. И вот такое интересное решение, чтобы провод не зигзагом шел, два провода зигзагом шли, а вот так вот они шире, уже, шире, уже, шире, уже. Прикольная конструкция. Ну а нам с вами дальше, куда-то в ту сторону. И кажется, я уже вижу маленькие вагонетки. Да, братцы, на Сальпроме рельсы еще лежат, есть вагонетки, и сейчас мы попробуем добраться до мотовоза. Однако там куча табличек о том, что территория охраняемая, в том числе собаками, которых не видно, какая охрана. Но в любом случае, задерживаться долго здесь у нас вряд ли получится, поэтому давайте проведем наш традиционный измер колеи фельдбана. 600-ка. А это, похоже, рельсы, уже бывшие в употреблении. Здесь очень соленое все, поэтому металл просто съедает. Даже вот такая вот шейка рельса, уже все, подкладка. Все это умирает очень быстро. Поехали попробуем мотовозы найти. По пути сотрудника встретил, спросил насчет движения. Говорит, в конце месяца будет, мы сейчас в августе месяце, когда начнется уборка соли. То есть этот фельдбан таки рабочий и используется по прямому назначению. Ну что, не может не радовать. А уборка, я так полагаю, будет проводиться от мест добычи до вот той огромной горы. И ветка из себя представляет. Слушайте, а тут есть еще даже путевое развитие. Вы посмотрите. Рельсы в хорошем состоянии. Видимо, покупают, докупают. Там, похоже, сидят чопы, поэтому давайте за вагонетками спрячемся. Да и вообще посмотрим на вагонетки. Конструкция максимально проста. Рама, две колесные пары с буксами. Сцепное устройство чем-то напоминает шахтное, крюк и такой отбойник. Да, и таким пальцем все это шплинтуется. Деревянные. Ага. Здесь, видимо, борт поднимается и производится выгрузка. Ага, очень круто. Вот так это выглядит все между вагонетками. Ага, ребят, все понятно. Они типа хопры. Загружается соль. Здесь у нас неровный пол. Открываются борта, соль в обе стороны и выгружается. Конструкция чем проще, тем надежнее. Тут сложно что-то прокомментировать. А чтобы стенки не распирало, их армируют металлическим прутком. И оцените контраст. Какие рельсы здесь и какие рельсики здесь. Какая кривая малого радиуса. Вот это вот отличительная особенность фельдбана. На узкоколейках настолько малых радиусов кривых просто нет. Ну не впишется подвижной состав. А здесь, во, чуть толще пальца рельс. А так выглядит вагонетка без навесного оборудования. Металлическая рама, две колесные пары, отбойник, крюк. Все. Чем проще, тем надежнее. И оно работает десятилетиями. Хрен сдвинешь с места. Очень тяжело идет. Видимо, подшипники уже, ну, никакие. Только мотовозом и сдвинуть ее с места. Стрелка интересной конструкции. Подпружиненный остряк. Никогда такого не видел. Получается, с бокового пути подаются вагоны. Стрелку они взрезают, переставляются на добычу. И уже потом не надо переводить стрелку. Идут по направлению соляной горы. Подпружиненный остряк. У них там есть тяга, то есть два остряка просто подпружинены. Вот она работает.
Очень интересное решение. А есть ли здесь подуклонка? Ну, судя по ровному горизонту, нет. А кое-где попадаются уже вполне взрослые рельсы. Видимо, какие смогли достать, теми и пользуются. Согласитесь, весьма монструозно выглядят практически ширококолейные рельсы на такой узкой колее. Напоминаю, 600 миллиметров. А вот такая временная плеть вполне органично смотрится. Тоненький рельс, соединены болтами, как-то это все сварено-приварено. Обычно фельдбаны из себя что-то подобное представляют. Кидается на шпалы, готовые такие вот легкие плети. В этом основное достоинство этих фельдбанов, в этом их смысл. Это очень легкий рельсовый путь, очень легкий подвижной состав, который прокидывается где угодно, практически на любое покрытие. Собственно, этим рельсовый путь и кончается. Здесь еще есть несколько плетей. И очередной остов вагонетки. Но мотовозов пока не видно. Ну, полагаю, здесь уже техника по добыче соли. Так называемый комбайн. Тут я могу только догадываться. Я не специалист в подобной технике. Однако зацените. Похоже, это какая-то самоделка. Сделана из трактора. Он поднят на высоту Аки Безумный Макс. И у него такие гигантские траки. Это все для распределения давления, чтобы он не проваливался. Вот, видимо, в эту соль. Потому что здесь уже поле добычи. Почти полный комплект вагонетки. Не хватает только рамы. Какая маленькая, аккуратная колесная пара. Гребень уже поеден солью. Вот шейка под буксу, ступичная часть. Прям вообще хороша. В отличие от вот этой вот средней. Колеса уже рассыпаются. А здесь кузовок ничем не отличается от прочих. Ну, за исключением ржавого основания металла. И еще одна. Вот что происходит с рельсами после лет службы. Они просто растворяются. Отверстия становятся такими ранами. Но рельс просто исчезает. Однако за дорогой следят. Она работает. К сожалению, не сегодня, но вообще, да, новые болты, накладки. Все обновляется. За этим следят. Когда проезжают с трактора и зачем-то машут руками на закрытой территории, надо просто поздороваться. А здесь уже все закрыто серьезно. Здесь уже так просто не пройти. Сторожевые писы. Сторожевой пис. Чё, господи, мордашечки такие. Маленькие вкусные собаки. Писы. Охраняете. Охраняете стража. Стража, господи, какая добрая стража. Ми. Лучше, чем партизанить, подружиться с чопами. Сейчас нам все покажут и расскажут. Зона таможенного контроля. А нафига, если не секрет? За границу отправляли соль. А, даже экспорт. Круто. Европа, Украина была. Ага. Ной. Жопа, да. Жопа. Класс. Реально железнодорожный цех. Раз, два, три, 4 мотовоза. Это прям как будто совсем новый. Я уж прям слезно попрошу. Юрий. Здрасте! Братцы нам добродушно разрешили здесь посмотреть на эту технику, и сразу бросается в фонд запчастей. Листовые рессоры. Целая куча. И молоток для рихтовки сборки. Собственно, мотовоз. По сути, трактор на двух колесах. Двигло,
стартера, радиатор, кстати, достаточно маленький. И две оси. И такая вот цепь, смотрите, какая мощная цепь. Отпад. Полноприводной. Ну, в принципе, да, он весит не так много, чтобы утянуть состав, поэтому полный привод здесь must have. Колеса тяжеленные. Подножка сварная. Все как положено. Из того, что было. Но это кабина. Собственно, мотовоз сейчас не действующий, поэтому кабина на минималках. Я так понял, рычаг КПП. Вот она коробка. Кардан на раздатку идет. Ага, смотрите, а у нас раздатка сзади. И идет цепь на заднюю ось. И от задней оси момент передается на переднюю. Минималистично, но эффективно. Ломаться, по сути, нечему. Крыши романтичные, деревянные. А вообще техника это самопал или завода какого? Сами делали. Сами? Да. Класс. Гиделя МТЗ-80. А, Как я, блядь, поеду через лес? Получится, да? Через лес и как ехать? вот еще два мотовоза. Но эти, братцы, уже отставлены от работы. Часть, я так полагаю, идет уже на дербан запчастей. Вот с этого подшипник буксы вытащили. Однако все они еще комплектные, подкрашиваются. Зеленый, синий, красный. Прикольно, там желтый стоит. И опять же, тут сплошной фон запчастей. Потому что хошь не хошь, работать надо. Возить, добывать. Поэтому крутятся как могут. Ну, в умелых руках любой кусок железа будет приносить пользу. Здесь мы это с вами видим очень четко. Сцепки максимально просты. Дать желдору рекомендуется. Шплинт, блин, крюк. Все. И на отбой работает, и на тягу. А большего мне и не надо. Синий счастливый номер, троечка. Ух. Зато сиденье мягкое. Так, паутина. Коробка передач, да, уже снята. На кардана нет. Ну все, это уже фонд запчастей, ребята. И судя по цепи, уже достаточно давно. Хотя патрубок, вон, посмотрите, синий, силиконовый, новый. Да и двигатель не выглядит каким-то ушатанным. Шестидесятого года, Она Рома? уже раза два менялась. Тоже сами там варим. С того, что есть. Ну, прям эстетика безумного Макса. Из того, что есть, но лишь бы работало. Это, то есть это Смазка все заливается. то есть это запрессованная втулка. А где само трение происходит? Между втулкой и ступицей? Вал и втулка. Просто вал и втулка. То есть, по сути, вот это трется об это. Да-да, смазка заливается. Ага. Нифига себе. И подшипников ничего. Жесть. Ну, здесь и скорости, наверное, не те. Хотя сила, наверное, мощная давит. GPS уже 14 километров, снова больше 14? Фига себе, я думал меньше. на пятой. А это из какого-то трактора переделывалось или вообще с нуля? Двигатель вот, МТЗ-80. А остальное все самодельно. А вот эти редуктора, там раздатка, КПП, Ну, с трактора, тоже его? там, планетарки с трактора там. Ну, сейчас собрано все. Ага. Коробки зиловские. Карданы самодельные. Карданы самодельные. Ну, собирали они там. По длине тоже разом. Угу. По месту. Флянцы только зиловские, все. Вон он лежит. Угу. Ну да, видно место. Сюда вставляется под колесо. Песок сыпется. Понятно, пескоподача. Чтобы не буксовал. Антибукс. Вперед, назад. Ну, те же самые числа получается. Угу. Скоростя только. Можно назад с такой же скоростью ехать вперед. Угу. А там в планетарке 1 к 1 вперед-назад тоже передаточная. Да.
Здорово. Задним ходом, ребят, со скоростью 15 на рельсах, которые разъела ли их от соли. Поедете, узнаете. Да, еще, братва, самое интересное. Это ни хрена не тормоз. От этой педали вон идет тяга подпружиненная. И она идет на сцепление, видите? Тормозов здесь нет. Бросаем газ за счет вагонеток, за счет вот таких вот букс. Оно само все и останавливается. Как-то так. А эта педаль для красоты. Вот так вот. Так что две педали, как на коробке автомат. Только функционал немножко другой. Не перепутайте. Рельсы, смотрю, у вас откуда удалось добыть, те и кладете. Там есть и тоненькие, и совсем толстые. Да, соединяем там из того, что есть. Ага. Вообще удивительно. Попробовали без железной дороги там на резиновом ходу, там Уралы были поначалу. Привязаны, в бассейнах в грязи. Угу. Железная дорога, все. То есть вообще без вариантов. Ну что, значит, будет жить, пока живо предприятие. Придется. Пока мы живы. Ну да. Наверное, самый красивый мотовоз. Да и сочетание приятное желтый с серым. Тоже, как выяснилось, техника старая. Но все это содержится в рабочем состоянии. Шатка, валка, отпад. Такие дела, братцы. Так что никакого ремонтного фонда запчастей здесь нет. Все это должно работать. И к концу месяца все 4 мотовоза будут на ходу. Погрузчикам их доставляют до действующих участков путей. И там они совершают свою работу. Получается 4 состава. Погрузка, разгрузка и снова погрузка. И так далее по кругу. Пожелаем предприятию новых вариантов сбыта, чтобы все было хорошо, чтобы и дорога работала, и люди были при деле. Ну а мы с вами едем дальше. У нас остался еще один маленький фельдбан. Но что-то, мне кажется, там будет все не так сладко, как здесь. Ближе подходить не буду, как бы не разрешали. Интересный трактор, смотрите, везде спаренные колеса, чтобы ездил по соляному полю и не проваливался. Тут же какой смысл? Чем больше пятно контакта, тем меньше давления. А в соль провалиться, потерять технику, нафиг это надо. Путь на следующую дорогу начинается с кладбища. Да, признаюсь, весьма неожиданно, однако впереди, уверен, нас ждет не менее печальное зрелище, господа. Братцы, а кладбище-то намного больше, чем казалось ранее. Есть такое выражение: через Саки на Майнаке. Вот и мы с вами начали в городе Саки и приехали на Майнакское озеро. На этом озере располагалась одноименная, собственно, Майнакская лечебница, у которой был свой фельдбан. Однако там, походу, сейчас все сносит к чертовой матери. Пойдемте попробуем, может, успеем заснять последние минуты руин узкоколейки. Братцы, ситуация такая. Это Майнакская лечебница. Точнее, площади, на которых она располагалась. Очаровательная местная жительница подсказала, что пути проходили где-то вот здесь вот. И, судя по всему, вот это как раз насыпь бывшего фельдбана. По ее словам, рельсы сняли больше 10 лет назад, то есть 2012 год или ранее. Однако можно найти остатки узкоколейки. Вот, например, видна шпала, которая уже вросла в землю. А вот шпала, которой погружение в почву еще только предстоит. Ну и, собственно, насыпь. Мелкий камень, скорее всего, тоже битый ракушняк. И вот она, трасса бывшей узкоколейки. Как утверждает господин Балашенко, основная ветка шла прямо, и от нее было множество усов вот к этим вот грязехранилищам. Он даже фотографию прилагает, я ее вставлю. Осталась только насыпь и щебень.
Не видно ни шпал, ни тем более рельс. При этом с какой дотошностью были выкручиваны рельсы. Ни одного кусочка не осталось. Все подчистую. Хотя вот здесь еще можно увидеть, и, ну, если немножко включить воображение, что когда-то шла железная дорога. Скорее всего, рельсы были по бокам, а здесь бетонные плиты, чтобы по ним можно было ходить. Вот тоже. Похоже, удалось найти остатки рельс. Гнилые подошвы. Вот она, вся история Фельдбана. В принципе, здесь рулетка и не понадобится, но можно сделать вывод, что колея была что-то около 600 миллиметров. Короче, все то же самое. И тоже рельсы были соединены поперечинами. Прям какая-то железнодорожная археология уже получается. Ребят, внезапно, большая в кавычках удача. Целый костыль, вбитый в шпалу. Действительно, у нас с вами железнодорожная археология получается. Его можно откапывать кисточкой для детских красок и достать на память. Но делать этого мы с вами, конечно же, не будем. У кого есть желание, ориентир — грязевые ванны. Пожалуйста. О, ребят, да нам сегодня везет. Еще одна шпала, еще один костыль. Тоже с металлом ничего хорошего не происходит. Благо соляная среда, она все это растворяет. Да, судя по шпале, колея где-то 600 миллиметров. Где-то так. И вот здесь тоже какая-то железячка. Кто знает, может, это когда-то была головка рельса. Да, совершенно точно. Вот костыль, вот 600-ка. Жалко, ни одного рельса не осталось. Но вот только очень приблизительно мы с вами можем представить, как оно было на самом деле. А раньше было весьма монументально. Здесь по всем этим ваннам расходились усы от главного хода, который, похоже, проходил здесь. Следы можно найти до сих пор. Вот, посмотрите, бетонная плита под изгибом. И вон шпалы торчат, потому что сюда шла ветка. Они все собирались в один главный путь и шли до лечебницы, которую сейчас разбирают. Согласно информации от Сергея Балашенко, перегон был порядка 100-150 метров. Затем дорога оканчивалась разъездом, и за ним было еще порядка 10 стрелок к местам выгрузки грязи. Как говорит Сергей, были даже глухие пересечения, а суммарно в дороге насчитывалось порядка 40 стрелок. Но и это еще не все. От станции у грязелечебницы шел путь еще около 100 метров до депо, где было крытое депо и 2 канавы для обслуживания подвижного состава, вагонеток и мотовоза. Да, железнодорожная археология, продолжение. Еще одна металлическая палка, которая соединяла рельсы, лежала когда-то вот здесь. У нее остались ржавые следы. Так что, ребят, даже глядя вот на это, представляете, какой объем вывозки был, сколько было путей. Кстати, до сих пор грязевые ванны используются местными жителями. Так вот, сколько здесь было стрелок, это туда, это сюда. И все это вывозилось. Правда, как сказали, лет 20 грязелечебница уже не работает и является, по сути, заброшкой. Ну, точнее, являлась. Собственно, эта информация стыкуется с информацией от Сергея Балашенко, который утверждает, что видел движение поездов в 2003 году. Не исключено, что этот год был для узкоколейки последним рабочим. То, что осталось от костыля.
Такие дела с фельдбанами в Крыму. Ну что ж, Сольпрому пожелаем процветания, дохода, сбыта. Поменем добрым словом остальные узкоколейки. А вам я пожелаю здоровья и благоразумия. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, лайки, комментируйте. Мне это очень приятно. Всем пока-пока.